Кто-то мне написал в комментарии: Африка тоже говорит по-английски. Да, это так. Половина Африки говорит по-французски, вторая половина по-английски, где-то там в Намибии говорят на немецком, африканс есть, на арабском языке говорят, ну и французский знают. Но если мы говорим в приложении к образованию, образование в моем понимании, вузовское образование, это прежде всего круг знакомств. И это прежде всего привычка мыслить. То есть, когда вы выбираете позицию, где учиться, вы должны понимать, что если вы идете, например, в МГУ, который единственный, наверное, из московских вузов в каких-то первой сотне или второй сотне мировых вузов. Если вы собираетесь в Москву, в МГУ, вы понимаете, что у вас там будет круг общения другой. Раз. И за ваши деньги, потому что, я так понимаю, в России теперь на бюджет могут только дети героев СВО, в кавычках героев, и в кавычках СВО поступить. Вот если вы идете учиться в МГУ, платите большие деньги, и сдаете экзамены какие-то вступительные, проходите все это дело. Но вы понимаете, ради чего вы это делаете. Ради того, чтобы за ваши деньги научиться мыслить хорошо, качественно. То есть любое образование — это прежде всего тренировка мыслительных процессов. Помучите меня сейчас, я не помню законов термодинамики, каких-нибудь там адиабатических процессов или каких-нибудь там, не знаю, законов и формул из ядерной физики. Но когда я учился, я настолько потренировал свой мозг, что даже не помня этих законов, я, во-первых, их очень легко вспомню в случае, если мне вдруг захочется пойти преподавать физику или компьютерные технологии куда-то. А во-вторых, наверное, я буквально прокачался. Талант уже не пропьешь. В том смысле, что после того, как ты прошел обучение в университете, попреподавал там, защитил кандидатские минимумы, наверное, это было даже сложнее, чем сдавать экзамены в университете или госэкзамены сдавать. Я, кстати, до сих пор помню, какие мне вопросы задавали. Что-то там цикл Карно у меня был на госэкзамене. Волновую функцию нужно было расписать и еще что-то. 3 вопроса, не помню, что-то по оптике было, наверное. Вот. До сих пор помню, прикиньте. Вот. Но поверьте мне, кандидатский минимум сдавать тоже сложно, потому что ты вроде как уже перестал учиться, ты уже преподаватель, а тут возвращаешься, и тебе нужно быть опять студентом и учить эту философию. Вот. Да и, в принципе, защита кандидатской диссертации, это тоже, как я вспомню, как меня мучили. Вот. Так, опускают на землю хорошо и приземляют тебя. В плане... Вообще, работа в академической среде и научные исследования очень сильно корректируют твою самооценку. То есть я уже привык не задирать нос, и независимо от того, сколько мне лет, я уже понимаю, что я скорее больше всего не знаю, чем что-то знаю. Но зато я умею учиться. Это да. Я столько лет подряд учился. Сколько получается? 20 лет. Ладно, я пошел в 7 лет. 10 лет в школе, плюс 5 в университете, 15 лет. Потом еще несколько лет в аспирантуре.
Да, ну я, наверное, в общей сложности лет 25 учился. То есть научился учиться. И это очень важно, потому что никогда теперь уже вот никто из вас, даже те, кто смотрит, тем более ваши дети, ну я знаю, что у меня аудитория так достаточно взрослая, современные дети, если они хотят преуспеть хоть как-то, то есть вырасти на уровень чуть выше, чем минимальная зарплата, не говоря уже о больших доходах, современные дети будут вынуждены учиться всю свою жизнь. Настолько быстро сейчас меняется схема, когда ты 10 лет отучился в школе, потом там поучился в техникуме и всю жизнь работаешь на одном и том же месте у станка в кавычках, да, или там кирпичи кладешь. Этого уже нет и не будет никогда, потому что ну вот элементарно произошла революция с этими смартфонами, мы вынуждены были все выучиться, как ими пользоваться. Вы много видите людей вокруг, которые кнопочными телефонами пользуются до сих пор? Я ни одного не встречал. То есть, сколько бы тебе ни было лет, 60, 70 лет, 80 лет, все перешли на смартфоны, все вынуждены были освоить социальные сети. Ну такая трансформация. Никто вокруг нас на лошадях не ездит, и по проводному телефону никто не звонит. Или звонит. Вот. Алло, девушка. Да? По поводу образования. Так вот, по поводу английского, если хотите, это такой естественный фильтр. Если человек может учиться на английском языке, у него будет соответствующий круг общения. И у него самое важное, вот преимущество английского языка, у тебя международная терминология. То есть с вероятностью почти стопроцентной термины английского языка на английском языке, будь то из медицины, будь то из каких-то естественных наук, из экономики, не говоря уже про IT, то есть IT это равно английский язык. Невозможно быть дорогостоящим айтишником и не владеть английским языком. Просто невозможно. Если ты считаешь себя качественным айтишником и не владеешь английским, ты себе врешь. IT это английский. Соответственно, если вы собираетесь заниматься чем-то, что связано с информационными технологиями, хоть как-то, вы должны говорить по-английски. И поэтому, наверное, в том числе образование в англоговорящих странах такое дорогое, дороже, чем, допустим, в Германии. То есть в Великобритании образование дороже, чем в Германии. При плюс-минус сопоставимом уровне вуза. То есть невозможно сравнивать вуз, который там занимает 3000-е места в мировом рейтинге, например, Кубанский государственный университет, что-то где-то в районе 3000-го места в мире по рейтингу. И, допустим, автономный университет Барселоны, который 80-й в мировом рейтинге. Несравнимые вещи. И это сразу видно и по масштабам, и по подходу к образованию. На английском языке, да, это им прежде всего, круг общения, опять же, если вы говорите на английском языке, если вы владеете терминологией, вы можете практически с любым специалистом в вашей области с любой точки света пообщаться. Практически с любым. И материалов, статей больше выходит на английском языке. Это язык международного общения. Это язык, на котором вы можете получить информацию из первых рук, без искажения. И соответственно, если вы что-то напишете на английском, то вас также поймут максимально быстро. Поэтому я все время повторяю себе, надо начать записывать видео на английском языке. Надо. Просто надо найти тему, которая будет интересна англоговорящим. Потому что то, что я рассказываю вам на русском, это интересно вам. Но англоговорящие, многие жители Европы,
учат испанский язык. Они приезжают летом на отдых в Испанию, и многие учат испанский язык, поэтому они могут из первоисточника получать информацию, например, об образовании в Испании. Легкостью. Потому что это испанский язык, они заходят на сайт и смотрят. Вот. Можно пользоваться Google Translate, но помните, что Google Translate не точно переводит. Это второй ответ на вопрос, кто мне пишет. То есть по поводу вузов Африки мы разобрались. Они неинтересны, потому что образование в них не котируется. И там нету того круга общения, которого вы потом будете применять в жизни, в дальнейшей, если вы не собираетесь жить в Африке. Вот. А, допустим, если вы учитесь на английском, где-нибудь в Германии, то у вас есть возможность, хотя бы чисто практическая, где-то на каких-то конференциях встречаться, обмениваться я, например, привез оборудование из Германии для проведения научных исследований. Вряд ли бы я мог привезти оборудование из, не знаю откуда, из Марокко. Сильно сомневаюсь. То есть, когда вы где-то на английском учитесь, у вас это залог на будущее, возможность в дальнейшем сотрудничать с этими людьми, с которыми вы учитесь, любыми другими людьми. Африка бедная объективно. Там только южная, две страны в Африке преуспевают. Это Нигерия. Как бы вы ни удивлялись, я тоже был в шоке, когда это узнал. Нигерия номер 1 страна в Африке. И по количеству жителей, и по экономике. Вы знаете, что в Нигерии живет людей больше, чем в России? Намного больше. В 21 веке, вот в этой 2/3, которого осталось, грубо, или 3/4 скорее, 3/4 21 века, расти будет Африка, расти будет Нигерия. Но расти в каком смысле? Расти на низах. То есть будет расти население в Нигерии, в других странах Африки, прежде всего Саб-Сахель, то есть южнее Сахары. Но это будет очень... это не платежеспособное население. То есть люди там живут бедно. И да, их много, и будет еще больше, но они живут бедно. Чуть ли не на $1 в день, или даже на $1 в неделю. Поэтому, не знаю. Интересно, но пока я не вижу необходимости и смысла учиться в каком-нибудь университете Намибии. Пока не вижу. Возвращаясь к Германии, у нас возник спор с каким-то, видимо, русским немцем, в кавычках, который живет в Германии, говорит, что даже преподает. И он говорит, что качество образования плохое. Да, могло бы быть лучше. Я согласен с ним, могло бы быть и лучше. Но давайте пойдем просто по пути наименьшего сопротивления. Можно представить себе, что где-то в России компания AMD или Intel создала учебный завод по производству чипов. Можете себе такое представить? Ведущие производители чипов. Там есть еще Qualcomm. Но я не слышу, что в России ни корейские компании, ни тайваньские компании, ни японские компании и даже не китайские компании создали учебные заводы, как это сделала компания Intel и AMD для технического университета Дрездена. Подчеркиваю, Дрезден — это не номер 1 технический университет в Германии. Там есть куда более именитые вузы.
Но тем не менее, даже вот в техническом университете Дрездена, мне понравился этот город, он очень приятный, такой комфортный, маленький, я его обошел ногами, очень приятный. Вот, и он чем-то мне напоминает, да, кстати, он по климату очень мягкий, несмотря на то, что недалеко там от, ну, то есть он вроде как не на побережье Атлантики, то есть как бы там Гольфстрим прям не сильно должен действовать, но я там был в октябре, и прям очень приятно, комфортно, не жарко, но тепло. И о Дрездене у меня самые приятные воспоминания остались. И вот смотрите, этот небольшой относительно городок, и у него есть учебные заводы от Intel и AMD. Я был в одном из таких чистых цехов. Есть видео, выложенное в канале. Понимаете? Уровень. Я не слышу, чтобы Huawei открыл даже в Сколково какой-то учебный завод. Я не слышал об этом. Поправьте меня, напишите в комментариях, если я пропустил эту новость. Не знаю ничего. Я знаю, что американские стартапы, американские лидеры в производстве чипов, да и производстве любого другого оборудования, активно сотрудничают с Израилем, активно сотрудничают с Европой, Германия, Нидерланды, активно хантят людей и вывозят то, что называется brain drain, то есть перекачка мозгов, выкачивание мозгов из Европы. Это большая проблема для Европы, потому что в Соединенных Штатах зарплаты выше, существенно выше, чем в Европе. И люди из Германии, из Нидерландов уезжают, те, кто особенно владеет английским языком, а Северная Европа это почти все, с радостью уезжают многие в Соединенные Штаты, потому что там существенно более высокие оплаты, больше перспективы заработать в частном секторе, пойти куда-нибудь в стартап или в биотех. Для Европы утечка мозгов в США это большая проблема. И, собственно, где в России вы слышали, чтобы люди приезжали из Германии в Россию? Ну давайте вот объективно. Если российское образование хотя бы на уровне с немецким, французским, по идее должны толпы студентов стоять и желающих учиться в российских вузах. Московские вузы, да, потому что там все-таки, конечно, другой уровень. Москва и Питер, Новосибирск, Казань, Томск, Нижний Новгород, Екатеринбург, может быть. Но извините, ребята, мои земляки, ни Ростовский Южный федеральный университет, ни Краснодарские вузы, мы даже близко. Кубанский госуниверситет 64-й в рейтинге в стране. А это достаточно крупный вуз на юге. Достаточно крупный. И вообще по экономике Краснодарский край это 3-й регион в стране. Да, он не по числу населения, но по экономике он 3-й регион в стране. После Москвы, Московской области и Питера или области. Вот. Возможно, 4-й, может быть 4-й после Татарстана. По крайней мере, в первой 5-ке точно. Тем не менее, кубанские вузы пока даже близко не подошли к тем уровням, которые есть у татарских вузов. К Новосибу близко даже не подползли. Вот. И я не знаю, чтобы студенты из Казахстана, например, ехали учиться массово в Россию. Я знаю, что студенты из Казахстана едут и учатся в английских вузах. Я в Барселоне встречал казахов. Наверное, money talk. Деньги говорят. Деньги говорят о том, что люди хотят платить, исключая московские и питерские вузы, люди хотят платить за образование в других странах.
не в России. Почему я исключаю московские и питерские вузы? Потому что у них другой подход. То есть мы знаем прекрасно, что все деньги из России переливаются в Москву. У МГУ, естественно, другой уровень финансирования. У МФТИ, не знаю, там, медицинских вузов в Москве, у СПбГУ. То есть эти вузы, конечно, к ним особое отношение, потому что, ну, и другие бюджеты. И тем не менее, я не слышу, чтобы Сколково звучало на международном уровне. Почему я считаю, что образование в России низкого качества или практически нулевого? Ну, потому что я не вижу ни одного предмета, который был бы разработан в России. Ну, давайте так, вот где, что? Что разработано российскими вузами? Дело в том, что на Западе вуз — это источник идей. Люди приходят в вуз дает им возможность проводить исследования, то есть учиться, потом проводить исследования, и потом они что-то изобретают, что-то полезное. Вначале для вуза, потом уходят в частный сектор и что-то делают там. Поэтому вокруг Стэнфорда в Кремниевой долине вырос вот этот весь калифорнийское чудо, весь этот хай-тек. Потому что там был вуз, и вокруг него начало расти. То же самое в калифорнийской технологической в Лос-Анджелесе. То есть, понимаете, вузы, там, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, сильнейшая университетская школа. Безусловно, вообще вне рамок даже рассмотрения это Массачусетс, все эти Кембриджи, Ели и прочее. Вузов в США огромное количество. Это, кстати, крупнейшие вузы в США, это крупнейшие работодатели в США. Но при этом надо сказать, что я смотрел, читал, собирал информацию. В принципе, преподаватели ни в одной стране мира не зарабатывают много. Ни в одной. И жесточайшая конкуренция, то есть преподавание это должно быть призвание. Если ты преподаватель в США, ты не будешь зарабатывать так много, как в частном секторе. У тебя будет конкуренция, тебе нужно будет сражаться за место неувольняемого сотрудника, то есть за бессрочный контракт. Быть преподавателем тяжело в любой стране, и даже в США. И много денег ты не зарабатываешь, будучи преподавателем. Есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Но это должно быть призвание, чтобы ты хотел быть преподавателем и готов был пройти через эти все сложности. Все-таки общение с людьми это сложно. Вот. И требования меняются со временем. И ты должен все время учиться, ты должен быть все время на острие. Хотя бы по причине того, что ты каждый Новый год встречаешь новую группу людей, которая будет тебя вызывать на бой, который будет тебе... Ты для них будешь челлендж, чтобы тебя, так сказать, показать, что ты ничего не знаешь, унизить. То есть быть преподавателем, это каждый день подвергаться вызову со стороны студентов, что ты ничего не знаешь, они знают больше, чем ты, или ты устарел и так далее. То есть это все очень непросто. И да, преподавание... Но если оно не деградирует, то оно не улучшается. Почему? Потому что, возможно, это естественный процесс. То есть, возможно, мы сейчас пришли к моменту, когда вот традиционное образование, что называется on-site, когда ты приезжаешь где-то там учишься, ходишь в кампус университетский, ходишь на лекции. Мы, возможно, начали, особенно после ковида, уходить в сторону больше дистанционного образования, и я не считаю, что это панацея. Я считаю, что дистанционное образование по качеству не равно и не может быть в принципе равно качеству образования face-to-face, качеству образования внутри коллектива. Потому что обучение, как я в самом начале сказал, прежде всего круг общения. Если ты в Москве учишься где-то там
ну ладно, в высшей школе экономики, например, до недавнего времени была хороший вуз, если ты там учишься, у тебя круг общения, и твой профессорско-преподавательский состав, и твои однокурсники, и люди в Москве, с которыми ты можешь встретиться, и возможности, которые у тебя есть там поучаствовать, здесь поучаствовать. То есть это вот этот такой вот котел, такой кузнечный цех, где ты формируешься. Ничего этого не будет, если ты будешь участвовать в занятиях в той же высшей школе экономики, но, допустим, сидячи в Краснодаре или даже в Горячем Ключе. Ничего близкого не будет такого, потому что тут важно невербальное общение, тут важно общение после занятий, что вы где-то с кем-то пошли, что-то пообсуждали. Ведь поймите, большинство из нас какие-то идеи вот выносят из студенческого времени, и потом их многие из нас развивают в течение жизни. Нельзя вынести никаких идей из виртуального общения в Zoom. Ну, то есть можно какие-то, тебе нужно вот с человеком где-то там расслабиться, побухать, там еще что-то, как-то вот увидеть, что вот ты готов с ним, что называется, пойти в разведку. Ну, как это ты в Zoom сделаешь? Но с другой стороны, как форма дополнительного последующего образования, то есть доучиваться, переучиваться, дистанционное обучение, особенности сейчас, когда у тебя есть вот это extended reality, когда у тебя есть VR, эти формы, эти технологии обучения, они, конечно, дают возможность уже, когда ты там где-то работаешь, получать образование из лучших вузов. То есть ты же на дистанционке можешь учиться, не обязательно учиться в университете Валенсии, который неплохой. Ты можешь учиться и в Еле, утрирую, возможно, не знаю, не проверял. Я думаю, что большинство вузов, Стэнфорд точно имеет онлайн-курсы. Прикиньте, будучи в Испании, можно учиться в Стэнфорде. Круто. Поэтому по поводу образования, отвечая так длинно на длинную переписку с русским немцем, я поверю в идею, что российское образование хотя бы на уровне с образованием в Европе, когда вы мне покажете, что сделано российскими вузами. То есть какие разработки, что, где, каким продуктом ты пользуешься. Покажите. Сделана российская операционная система, которая установлена хотя бы на 10 тысячах компьютеров? Нет. Есть ли российский смартфон, который сделан, начиная с элементарной базы, хотя бы наполовину в России, и на котором стоит операционная система, сделанная в России? Насколько я знаю, нет. Что еще изобретено в России и производится в России, чем мы пользуемся каждый день? Я не знаю. То есть космическая отрасль объективно сейчас умерла. Спасибо Илону Маску с его батутом. Атомная промышленность, мне кажется, используются в основном советские разработки. Да, безусловно, что-то делается. Я думаю, здесь очень хороший задел, но тем не менее технология производства ядерного топлива скорее больше российской наработки. В смысле, больше наработки Советского Союза, чем России. Машиностроение, альтернативная энергетика. В общем, я не знаю. Напишите. Лайк, репост, комментарий. Видите, я специально записываю видео как ответы на ваши комментарии. Особенно на те, которые вот такие развернутые. То есть, понятно, когда мне в комментарии пишут, что я плохой человек, нет никакого желания, ребята, отвечать вам.
Особенно просто вот ты редиска и все. Окей. Но когда вот у нас возникла дискуссия с каким-то человеком из Германии, я готов ему видеть и в виде дискуссии высказать свою точку зрения еще раз и пригласить его доказать мне, что я не прав. Написать в комментариях, что я ошибаюсь. Вот. Подчеркиваю, это все предварительное видео, и это не мой рассказ об образовании, высшем образовании в Испании. Это скорее ответы на те ваши замечания, которые вы мне даете в виде комментариев. Тем самым я хочу подчеркнуть, насколько важно, чтобы вы приходили и высказывали свою точку зрения в комментариях. Я готов признавать, что я в чем-то ошибаюсь, я готов прислушаться к вам, и это делаю. Видите, даю вам комментарии, высказать еще более развернуто свою точку зрения. Вот. Давайте поспорим, пишите в комментариях. В конце концов, если вы настолько уверены в своей позиции, никаких проблем, абсолютно 0 проблем, если вы готовы. Делаем Zoom-созвон и записываем двойной стрим. И обсуждаем вот с этим вот русским немцем, который мне говорит в комментариях, что он 20 лет живет в Германии. Давайте созваниваемся в Zoom и по пунктикам я прямо аж подготовлюсь. И по пунктикам обсуждаем мою позицию и его позицию. Я думаю, такая дискуссия будет очень интересна нашим, моим подписчикам и зрителям. И они услышат вот такую вот критику с одной, с другой стороны, сами сделают выводы. Интересный будет формат. Это по любой теме. Я не говорю не только по образованию. Можем по любой теме. И по теме, там, не знаю, медицины, с которой я к своей нерадости столкнулся в Испании. По этой теме можем обсудить. И по теме... Тут, кстати говоря, у вас более выигрышные позиции, потому что я считаю, что пока российская публичная медицина, подчеркиваю, то есть общедоступная медицина, для региона Краснодарского края, с которым я знаком, публичная медицина в этом регионе все-таки лучше, чем такого же уровня публичная медицина в Испании. Я подчеркиваю, публичная, то есть та, которая оплачивается за налоги. Не про частную медицину говорю. То есть я уверен, что частная медицина, какая-нибудь там университетская клиника Сан-Кугара, от университета, по-моему, она то ли с университетом Барселоны связана, то ли с университетом, автономным университетом Барселоны. Я уверен, что в этой университетской клинике Сан-Кугаре, на пригороде Барселоны, делают такие операции, которые в России в принципе невозможны. Хотя бы по причине оснащенности оборудованием. Но это, опять же, это единичный случай. Это отправка человека на Марс. Или на Луну. Но это не массовая медицина в Испании. Так что давайте. Приглашаю, значит, на челлендж медика. Даже можем втроем созвониться. Я в данном случае буду как вот пострадавшая сторона от испанской медицины. То есть представители российской медицины, представители испанской медицины. Я даже готов поискать кого-то, если будет человек из России. И вот на троих можем сделать такой созвон в Zoom или в Skype и обсудить типа мою, вашу точку зрения. То же самое по поводу образования. Тут я сам могу выступать в качестве эксперта и обсудим, почему я считаю, что российское образование почти мертво. Скорее мертво, чем нет. А западное образование скорее живо, чем нет. Все. Всем спасибо. Пока.